Заебала уже эта зима. Когда, блядь, весна начнется? Так 6 марта уже. 6 марта? А это значит, что время пришло. Итак, дорогие друзья, Поговорим про зимнюю одежду. Ну а что, по-вашему, не актуально? Да, эта зима была аномально теплой, но в Калининграде так почти всегда. И тем не менее, зимняя курточка, летние штанишки, футболочка. Хотелось бы поделиться опытом, как вообще одеваться, когда холодно, когда жарко зимой. И чтобы это выглядело как-то честнее, давайте-ка перенесемся куда-нибудь. 2025 год, мы находимся в Бразилии. К сожалению, ядерная война не прошла даром. Вот ядерная зима, лепим снежки, нихуя не получается, снег же совсем сухой. Как одеваться зимой, чтобы не попасть в просак? Ответ очень простой. Сука, зависит от задачи. Все, пока. Держи кадр так, я ухожу. Но есть некоторые общие моменты, которые нужно знать. Заходим в магазин, торговый любой центр с модной одеждой. Ищем там зимние носки или зимнее термобелье. Если на бирке написано минус 60, значит точно холодно не будет. Всем пока. Но на самом деле это, конечно, полнейшая хуйня. Все эти бирки, они не работают. То есть, если написано минус 30, или минус 50, или минус 90, никто не гарантирует, что даже при плюс 2 ты не замерзнешь как сволочь. Потому что степень замерзания, остывания и прочей хуйни зависит от многих факторов. На то, насколько быстро ты замерзнешь, влияет не только температура воздуха, но и влажность. Есть или нет ветер, стоишь ты или двигаешься, какая у тебя вообще комплекция, большой ты или маленький, как у тебя много крови, твои вкусовые предпочтения, политические взгляды. Половая ориентация. Сколько жмешь от груди. И сколько книжек прочитал? Короче, задача сделать так, чтобы меньше участков отдавали тепло. В помощь, конечно, придет тепловизор, но чуть-чуть попозже. Все начинается с нижнего белья. Сегодня говорим мощно. Че, про нательное белье. Сейчас очень большая концепция идет. Это слоеное, так сказать, белье. Да, это 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, блядь, слои. Базовый слой — это первый, так сказать, потоотводящий слой. Он везде. Да, плюс, я не знаю, 15, наверное, он всегда носится практически. Для того, чтобы тело было сухое. Потому что если оно будет мокрое, соответственно, человек будет замерзать. У меня силиконовская термуха. В районе 3 кусков она стоит, низ плюс верх. И носки. Мне было холодно. Плохой вариант. Двухслойный, знаешь, 2 слоя, блядь. Ну, это обычные носки. Но, между прочим, я могу заметить, именно высокогорники, у них тоже носков около трое одет. Тоненький, самый первый слой носков, потом идет типа Cool Max, там вот это всякие, и потом сверху еще утепляющие носки. Носки это X-Ox, называется Sky Discovery, с шерстью мериноса, они именно зимние, как бы закрывают икры. Это кофта X-Bionic. Совмещает сразу первый и второй слой. То бишь, если вот у него именно это второй слой и первый базовый, он тоненький, то это сразу же совмещает и первый, и второй. То есть он и отводит пот, и греет. И плюс антибактериальная, не воняет. Заебись! Поэтому надо одевать первый слой раз, потом утепляющие слои 2. И, соответственно, в зависимости, какая погода, если дождь идет, то, соответственно, какие-либо мембранки, хардшеллы или как они там, блядь, софтшеллы, блядь, хуем-пым-пым-пышеллы. Короче, всю эту хуету. И еще немаловажный аспект — это обувь. Потому что замерзли ноги, замерз весь человек. Это печально. Итак, в данный момент вы видите коллекцию люкс обуви немецкого производителя, а также Итальянского. итальяно. Вышли из строя ботинки, ты получаешь пиздюлей. Ты просто не можешь двигаться. А движение — это жизнь. Фальшивка, ебаный. У меня лова. Какая же это лова, если здесь нет треугольничков? Блять, не с этой стороны. Лова делается в разных странах. Германия, Италия, Румыния и Словакия. Вот. Говно Словакия. Зефир и чмо. Лова Зефир — это популярная модель. Стоит она недешево. И люди думают, раз эта обувка там за 10-15 тысяч, раз она с гортексом, значит мы ее покупаем, и она неубиваемая. Ну это как с ножами, да? Думают, Да. купили дорогой нож, и все, блядь. И можно там и Но то, и это, и... Медь джедая, нахуй. Конечно. А потом удивляются, почему она рассыпается. Это трекинговые ботинки. Они больше подходят, как мне кажется, для города. Ну и выход на полигончик. Ну где, да, такая где вот. так песочек там небольшой, там может быть травка невысокая, там вот такая, и все. По горам точно с ними не Нет, походишь. потому что подошва у нее мягкая, есть изгиб. И еще немаловажный фактор, как вот все думают, что как сапоги резиновые, можно и в воду, и в грязь, и в снег, и никогда не намокнут. Так они промокают. Они промокают на изгибе, где мембрана начинает двигаться на. И вот именно в этом месте она начинает промокать. Мембрана — это резинка или что-либо похожее на резинку, где есть маленькие дырочки. Она выпускает пар, испарение, ну, пота, по сути, да, и не пропускает
некоторого рода капельки вовнутрь. Да, так как молекулы пара меньше, чем молекулы воды. Вода просто имеет три состояния. Это твердая, жидкая и газообразная. Это и подразумевает, когда говорят дышащая обувь, дышащая ткань. Мы постоянно источаем влагу. И желательно, чтобы эта влага выходила. Как показывает практика, лучше выбирать ботинки, вот в идеале вот типа таких, которые не будут с овечьим начесом. Да, у них будет небольшой утеплитель с гортексом, но там не будет охуенного слоя согревающего меха. Почему? Потому что вы вот думаете, выходим мы на улицу, а вдруг нам надо будет зайти в помещение. Допустим, зайти попить латте в крафтовом кофе. Ну, крафтовое кофе. Все же ходят в крафтовое кофе, блять. И вот заходишь ты попить крафтового кофейку, а у тебя, понимаешь ли, все ноги уже взмокли нахуй. Ну, логика какая? Мы можем надеть валенки, а на них резиновые сапоги. Нам вообще будет охуенно. Казалось бы, и ноги не промокнут, и тепло сохраняется, но ноги вспотеют. Рано или поздно начнут дубеть от холода. Рано или поздно отрезают вот этой пилой. Сейчас покажу. Вот этой пилой, вот эту вот ногу. Просто берут и начинают хуярить. Вот о чем мы, собственно, и говорим. Сегодня мы рассматриваем, как зимой одеваться так, чтобы не терять в мобильности, в ловкости, в крутости, в тактикульности, чтобы всегда, в любой момент, если выскакивает фотограф с зеркалкой, мы выглядели охуительно. Задача ботинка – это защищать ноги от повреждений и от влаги, а утеплением пускай занимаются продавцы носков. Они у меня и на минусовую температуру, и на плюсовую температуру рассчитаны. У меня аналогично, я не знаю, что там за утеплитель, здесь никаких лейблов нет, ничего. Ну, здесь кожа, рожа, пару синтетических материалов каких-то, ну, типа резина, резиновый кант здесь, да, для того, чтобы, ну, двигаться камнями, чтобы не перерезать кожу. Ну и, соответственно, что эти ботинки, что эти предназначены для крепления мягких кошек. Ну, это прям уставные, вот прям военные уставные, а это, конечно, гражданские у меня. Сколько они стоят новые-то? Примерно? 27 где-то, 25. Блядь, охуеть! 2 нахуй зарплаты на заводе, пиздец. Лова Тикам GTX. А у меня Хайексы, КСК что-то там. 16 тысяч рублей примерно. Американская хуета ты, блядь. Зажрались, пиздец. Нет, мы не сожрались, потому что такие ботинки ты купил, за ними ухаживаешь и ходишь несколько лет. Эта обувь, она не убьется в твоем походе, ты в ней уверен на все 100%. Первое, да. На. Потому что как только у тебя убивается обувь, ты вообще ты недееспособен. Это первое. Тем более в ты, зиму. На. В этом случае ты не переплачиваешь, а ты гарантируешь себе, что ты не выйдешь из строя хотя бы по причине ног. Это квадрокоптер взлетает. Да. Хочешь познать зиму? Уебывай на север. Так мы и решили поступить. Мы еще летом забились поехать куда-нибудь на север и решили выбрать Мурманск, потому что там все-таки курорт, все-таки прилично, все-таки можно отдохнуть. И в конце концов, а кто знал, может мы как девочки будем плакать и просить, чтобы нас спасли МЧСовцы, а там МЧСовцы хотя бы рядом. Это было круто. Такой, знаете, tactical тур, турне. Поехали таким составом. 715 в лице меня и Никиты. Вместе с Лобая Фармс в составе Евгения Лобаева. Поехали на поезде. Это было приключение тоже, блядь, сутки в поезде. И можно мне с вами посидеть немножко? Можно, да? Спасибо большое, бля. Ой, бля, ой, бля. До этого, ну, спойлер такой, были сутки в автомобиле, когда мы ехали из Москвы в Чечню. Сутки за рулем. Будет видос. А на автомобиле параллельно с поездом, ну, чуть-чуть помедленнее, на полдня помедленнее, ехали из Питера Кирилл из Штурмера, представляющий Штурмер Тим, Гога Парамедик, представляющий центр Сварог, и Конь, представляющий Штурмдог. Мы остановились в курортном городе Кировске. Пробыли мы там около недели, поколесили по Мурманской области, походили по сопкам. Будем называть это горы, потому что, ну, похоже на горы, да? Не застали северное сияние, зато застали так что-то вроде полярной ночи, такой бета-версию полярной ночи. День длился всего 3-4 часа. Когда снег шел, значит, небо было белым, а когда снег не шел, оно было постоянно либо розовым, либо фиолетовым. Там постоянно закат. Взяли в аренду Mitsubishi Pajero и наваливали по снегам. Снимать было достаточно тяжело, потому что постоянно дул ветер, постоянно хуярил снег и постоянно разряжалась аппаратура. Зато мы посетили, можно сказать, другой мир. Помните, да, год назад я удивлялся, когда мы зимой в Тарусу поехали из Калининграда, где, я напоминаю, зима выглядит вот так. Так вот, в Мурманске снега примерно столько же, только в 2 или в 3 раза больше. Куча новых контактов, куча общения, куча впечатлений. Не обошлось и без мистики. Внимание! Идет проверка системы речевого пожарного оповещения. Внимание! Идет проверка системы речевого пожарного Час оповещения. 57. Внимание! Идет проверка системы. Поспали, ёпту, блядь. Пожарного Вот в каждой поездке так, как назло. Внимание! У нас либо вообще нет времени на сон и где-то 3 часа примерно.
еще мозг варит, перерабатывает информацию, события, эмоции, и ты просто не можешь уснуть. Или вот сегодня мы приехали достаточно рано, и завтра нам поздно вставать. И включилась сигнализация. Она ебошила где-то полчаса на самом деле. Но, как только мы начали снимать, чтобы рассказать вам об этом казусе, сигнализация отключилась. Знаете почему? Потому что видеоблогинг – это рабочая тема. Квадрокоптер, конечно, решает, но аккумуляторы достаточно быстро сажаются, нужно что-то с этим делать. А еще у нас была полевая кухня от Штурмера, и мы на ней готовили чаек. Спиннер. Жиронинка. А еще у нас была охуительная собака. Единственное, что доставило мне дискомфорт, это хуёвые ботинки. И тогда я понял, что на снаряжении экономить нельзя. И вам не советую. Потому что, как говорится, Как там говорится, блядь? Как говорится. Скупой платит дважды, потому что развалились у тебя на одной тренировочке там ботинки за 3000, купил опять за 3000 ботинки. И вот они так у тебя в течение года развалились, те же самые 16 набегут. Конь, иди сюда. Ну, если ты тренируешься, конечно, активно, а не сосешь хуй, сука. А самые жиды могут бегать босиком. И поверх термухи мы надеваем брюки. Ну, они, естественно, тактические. вот в этих брюках я отлично себя чувствовал в Чечне при температуре плюс 20 и очень сухой климат там. И в Мурманске в температуре минус 19-18 там было крайне этот самый раз. Тоже я не испытывал никакого дискомфорта. Конечно, есть специальные брюки, они опять же нужны для малоподвижных там тусовок, типа рыбалки, например, или охоты. Но я все-таки тут за многослойность. Постоянно ходил вот в этих, допустим, брюках в других там всех климатах. И тут на недельку уехал в холодный климат, надел на себя другие брюки с другим расположением кармана и постоянно в попытках достать ножик или мультитул путался, блядь, да где же он? А здесь такого не будет, потому что все карманы на месте. Мы просто поддели под брюки утеплитель. Зима, 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 зима. Если это зима, то, соответственно, утепляющие различного рода там куртки, костюмы, утеплители там G-лофт, Прималофт, Хуелофт, Залупёфт там и тому подобное. С утеплителями вата, тулуп, я не знаю, и тому подобное. И будет все бомба. Ну и ключ сегодняшней программы — куртка Каринтия с ценой в 25 тысяч примерно рублей. Но мы заказали с eBay, поэтому вышло чуть дешевле. Бля! Да хуй. Куртка Штурмер Cold Gear. Стоит примерно в 5 раз дешевле, чем оригинал, но не сильно хуже. А где-то даже и лучше. Ну, Где-то по цене. даже и лучше, потому что, да, ценник, опять же, ну, не так жалко. Можно купить охеренные толстенные куртяшки, чтобы они прям грели, ух, как хорошо. А потом, допустим, на улице стало на эдак там 5-10 градусов теплее резко. В регионах, где микроклимат вот такой же, как в Мурманске или в Калининграде, то есть ты можешь выбраться из дома, там у тебя все отлично, доехать до работы, там хуярит град и снег, и тебя пиздит боксер. Многослойность опять же решает. Стало жарко, снял подкладку, отрегулировал термозалупу, и все отлично. Вы скажете, а где может быть такое, что мы вышли, значит, с работы, у нас снег лежит, приехали мы домой, и у нас тут птички чирикают, трава растет и плюс 10 на улице, а я скажу, на Кавказе. Вот смотрите, выполнили мы боевую задачу, загрузились в вертушку, и через каких-то 10 минут, реально 10 минут, мы приземляемся ниже, в тепло и кайфуем, как братишки, потому что мы мальчишки. Видос, кстати, снял Гоша Куценко, парамедик. Упс, бэйби, упс. Нигма чупа-чупс. Как правильно носить аксессуары? А здесь, кстати, на брюках Штурмера у меня висит стропорез. Стропорез Пецель. Старый, удроченный, но иногда помогает. Шпага для выебонов. А я думал, это ножик для намазки сыра. Это вообще двуручный меч. Cold Steel Luzon. Король Артур. И вот этот кармашек для презервативов я предлагаю перешить вот сюда. Да, я согласен. Да. Кармашек для презервативов. Потому что, смотрите, вот в этот кармашек идеально влазит магазин пистолета. Да. Если бы этот кармашек у нас был тут, мы могли бы делать вот так. Ну, там и так был патрон, поэтому... Модель Райдер называют. Вот. Полусерейтерное лезвие. Свои задачи выполняет отлично. Ну, ты прекрасно знаешь мое мнение о ножах и сколько ножей должно быть у нормального мужчины. Я надеюсь, что каждый из этих аксессуаров выстрелит. Перчатки, пожалуй, самый важный аксессуар. Если руки замерзли, мелкая моторика теряется. Не то, что с оружием манипулировать уже не получится. Уже не получится шнурки завязать. У меня перчатки Пентагон. В районе 500 рублей взял. Причем взял перед поездкой очень быстро. 2 пары. Ты вляпался в снег, снег налип, растаял. Сразу начинает высасываться тепло люто. Поэтому 2 пары. Одни намокли, другие надеваю. В случае, если совсем холодно или если нужно стрелять, например, с пулемета,
Ты надеваешь поверх другие тактические перчатки, любые, и ты можешь спокойно хуярить с пулемета и не бояться, что сожгешь ты флис. Мое личное мнение про перчатки. Лично я зимние перчатки не очень люблю, которые толстые такие, с толстыми пальцами. Я сторонник относительно тонких с флисом, да, потому что во время статики, когда ты движешься, то тебе в любом случае жарко в них, и тебе приходится снимать. В динамике. А когда в статику ты встаешь, то, соответственно, обычные краги ты одеваешь, которые привязаны здесь к кисти, и стоишь, например, ждешь в статике. Когда тебе надо манипулировать с оружием, ты просто ее снимаешь, она у тебя болтается на запястье, и можно оперировать. Но у меня их сейчас просто нету. Вот так они есть. Халява! Outdoor Research. Они как-то стоят дохуища, там 1003, наверное, или 4. За что? Потому что мне бесплатно, конечно, подогнал. Короче, что в перчатках, что в шапках. Вот, смотрите, кепка, на которой флиска. Полартеки, хуетеки, залупеки. Голова отдает. Я не знаю точно, но, по-моему, говорят, там 60% тепла. Но это так как мозг, там они... Вон, у некоторых людей думает, у некоторых нет. Что в штанах, что в любой одежде, многослойный подход – это тема. Стало слишком жарко – скинул слой. Стало слишком холодно – накинул новый. Слушай, прямо стало холодно. Закрываем окна. Да. Ты начинаешь намокать из-за того, что начинаешь преть. Парообразная вода превращается в капли воды. Да, некуда выходить. И из-за этого ты начинаешь мерзнуть. Можешь мокнуть начинаешь изнутри. Не прейте. И будет вам счастье. Короче, с тем, как не замерзнуть и сохранить подвижность, мы разобрались. А теперь перейдем к маскировке. Маск-халаты бывают хуёвыми. Вот такой вот маск-халат. Значит, принцип действия у него примерно такой. О, нихуя, круто, дай тоже попробую. Долбай. Ну тут у нас тоже из разряда, что на снаряге экономить нельзя. Вот дешевый маскалат и вот нормальный маскалат. Не сказать, что он дорогой, потому что дорого это когда ты платишь слишком много, а получаешь слишком мало. А здесь ты получаешь столько, сколько надо. Куртяга, которая просто надевается как куртка, это удобно, окей. Штаны, которые надеваются просто как штаны, это уже хуета. Плюс резинка уже разъебалась, плюс резинка узкая. Вот всегда бесило. Он начинает съезжать, и ты не понимаешь, то ли у тебя труханы внутри съехали, то ли у тебя термуха съехала, то ли у тебя верх съехал. Начал бежать, обосрался, блядь, колени запутались. Приходится сильно затягивать, не можешь вдохнуть нормально. Вот посмотрите, здесь капюшон сделан просто для того, чтобы закрыть голову и ебануть утке в глаз. Ну ты и чмо. Здесь большой объемный капюшон, который позволяет, если что, накинуть его даже поверх каски. Вот эти регулировочки позволяют отрегулировать объем плеч. Вот, посмотрите, то есть надел, а там внутри капюшон. А может капюшона не будет, а может бронежилет. А еще здесь есть молния, которая может расстегиваться в двух направлениях. Либо сверху вниз, и тогда мы можем получить доступ к карманам на брюках. Либо снизу вверх, что позволит быстро и легко снять брюки с себя. Когда ты надеваешь на себя брюки или снимаешь, будучи одетым во всю эту зимнюю хуйню с берцами на ногах, это действительно очень важно. Мы уж не говорим вот эти гипотетические темы, когда человек ранен там и туда-сюда. Не всегда вот полностью белый сетап будет уместен, потому что мы большую часть времени идем, обнаружают нас, пока мы идем, а не когда мы лежим замаскированные. На фоне у нас, скорее всего, всегда будут деревья, ветки, елки, мох, там фон. И я вставлю Виталия Вереска, где он в зимнем камуфляже на фоне елки. Мы в белом костюме будем заметнее, чем даже в обычном мультикаме. Поэтому один из неплохих вариантов — это разбивать силуэт разным снаряжением, разными костюмами. Когда нам нужна снаряга с магазинами, гранатами, рациями и прочей хуйней, не обязательно покупать разгрузку белого цвета. Потому что здесь есть такой клапан, который позволяет вам заиметь доступ к нагруднику или вообще к бронежилету. Ха-ха, наебались, а броник-то в лесу не носят. А еще есть такие лютые снайперские маск-халаты по типу лешего, только белого цвета. Но их мы не будем сейчас брать в расчет, потому что у нас больше про универсальность. А эти маск-халаты много занимают места в рюкзаке, надеваются более так геморройно, да и вообще раз там в 1000 лет и вообще под задачу. Ну и есть еще такие полноценные зимние утепляющие костюмы белой расцветки. Они вообще в эту рубрику не подходят, потому что они не являются маск-халатом. Они подходят именно для охотников, рыболовов, для неподвижного образа жизни зимой. Ну и в целом я даже не знаю, что про них рассказывать. Устроен он по типу горки, подкладка на флисе, к нему идут такие теплые рукавицы, еще есть теплая балаклава. Дохуя карманов, собственно, все, что я пока что могу сказать о нем. И, кстати, как показывает тепловизор, этот костюм отдавал больше тепла, чем наши многослойные спецназовские шмотки.
Но если подытожить, понятно, что ходить можно и в кирзовых сапогах, и в валенках, но хочется иногда комфорта и, так сказать, уюта, и чтобы беречь свое здоровье, потому что кроме вас здоровье больше нахуй никому не надо. Главное минимизировать те места, откуда уходит тепло. Ну что, Женя, как по-твоему, откуда у нас больше всего уходит тепло, исходя из тепловизора? У нас сейчас в руках тепловизионный монокуляр от компании Electro-Optic. Модель называется Strix с 384 матрицей. Бойцы сейчас находятся в маскировочных халатах. Основное тепло у них идет, естественно, от головы, от рук. В принципе, грудь и оружие, так как оно еще не производило выстрелов, остается холодным. Сейчас мы переключим различные спектры. Вот здесь можно увидеть, что тепло сейчас есть от лица только и от собак. Термос есть у кого? Итак, электрооптика, она же ППШ, она же линейка теплаков Легат. У нас вот есть монокуляр, а также вот прицел тепловизионный, но у него нет функции видеозаписи, но матрица у них одинаковая, просто функционал немножечко разный. Короче, суть проста, мы просто вставляем флешечку, закручиваем крышечку и можем записывать видео, казалось бы, но нет ни хера. Оказывается, в настройках есть такой пункт, как видеовыход, и по умолчанию на данном теплаке почему-то этот видеовыход написано «выкл», и каждый раз, когда мы включаем теплак, нужно было ставить вкл. Вы находитесь на севере, вы к теплому глазу прислоняете линзу, линза тут же запотевает, вам не видно ни хера, что написано в этих пунктиках, и мы постоянно путались, вкл у нас написано там или выкл. Из-за этого половина кадров просто не записалась. А очень жалко, потому что на теплак мы снимали поезд, пьяных вахтеров, едущих в Мурманск, и Макдональдс. Но зато в Москве мы засняли на теплак KFC. Посмотрите, видно, как картошечка просвечивает сквозь картоночку. Видно, как пепси просвечивает сквозь бокальчик. Так мы алкашей там засняли. Посмотрите, армрестлинг от пьяных уебанов. Теперь прицел. Вот смотрите, какая у нас вундервафля в руках. Стрелять очень удобно, отдачу держит практически любую. Кронштейн быстросъемный, снимается он вот так вот в полевых условиях ставится тоже. Благодаря тому, что он выносится чуть выше, его даже можно ставить поверх прицела, который у меня стоит на цевье. Но, к сожалению, здесь нет видеозаписи, сейчас будем снимать через мобильник в окно. От прицела есть небольшая тепловая засветка, но она, как вы видите, не мешает распознать, что происходит в кадре. Ну и, соответственно, сделать выстрел. О нет, там только тупорылое мое отражение. Это не стекло, линзы не из стекла делаются у теплаков. Ведь сквозь стекло теплак не видит. Довольно удобное у него включение-выключение. На ощупь, в темноте, допустим, да, или в перчатках это все делается очень легко. Вот взяли, включили. А здесь Пикатиня, на нее ставится как раз либо блок для видеозаписи, как я понял, либо дальномер. А вроде бы они у них и комбинированные. То есть дальномер-блок для видеозаписи, но нам его не дали. Во многих профессиях тепловизор — это вообще незаменимая вещь, цена его оправдана и даже не обсуждается. Если вы считаете, что 300 или 400 рублей за вот такое вот изделие это дорого, значит, это просто не для вас, не про вас, не спецназ. Тепловизор в хорошую погоду позволяет заметить даже замаскированную живую цель на расстоянии километра и больше. И многие думают, что это имба, но сейчас мы немножко развеем мифов.
Как вы видите, тепловизору не важно, какого цвета у вас одежда. И белый маск-халат и олива в тепловизоре выглядят примерно одинаково, потому что тепловизор показывает спектр. Ну, в зависимости от настроек. Например, более темные цвета это будут более теплые оттенки, более светлые цвета более холодные. Но это не значит, что тепловизор это прям совсем имба. Например, есть миф, что в хреновую погоду тепловизор видит также за километры сквозь туман. Давайте проведем эксперимент. Придется залезть на гору для этого. Ответную гору. Видимость вообще нулевая. Мы находимся в облаке. Сейчас отличный повод протестировать тепловизор. Итак, сейчас будем смотреть вот через этот тепловизионный монокуляр Strix на этого снайпера. Чё? Съебывай. На тепловизор его не сказать, что четко видно, но можно определенно понять, что там есть что-то теплое, в отличие от глаза. Дело в том, что туман, влага, все это, к сожалению, тоже негативно влияет на видимость не только нашими глазами, но и инфракрасными и какими угодно. Если бы здесь не было вот этого облака, а он бы лежал замаскированным, я бы увидел его в теплак по-любому, без проблем. А еще тепловизоры не видят сквозь стекла. Escape from Tarkov, пожалуйста, возьми на заметку, а. Если даже днем тепловизор дает ощутимое преимущество, что уж там говорить о ночном времени суток. А еще, да, есть такой распространенный фейк, как люди якобы пукают в тепловизор, и на самом деле нет. Тепловизор не будет так отчетливо показывать газы, и не стоит вам тратить 300 тысяч рублей, чтобы снимать чужие пуки в метро. Долбоеб. Кабы не было зимы в городах и... Для съемки каждого нового видоса требуется все больше ресурсов, потому что мы постоянно какую-то хрень начинаем чудить. Поэтому, ребят, пожалуйста, если есть такая возможность, поддержите нас на Патреоне, потому что мы уже не можем снимать проще и легче, чем раньше. Нам нужно развивать обороты, короче, раскачивать. Поэтому вот есть Patreon, подпишитесь на нас там. Можно за $1 в месяц, можно за $5 в месяц, можно за 10. Кому что там не жалко. То есть, ну, пачка сигарет, считай, в месяц просто хоп, или пачка чипсов. А тут, если вас подпишется, например, 100 человек по $1, уже 100 баксов будет в месяц у нас. Уже хотя бы оплатится питание в каком-то там регионе. Благодарим всех за поддержку. В принципе, на этом все. И если вы хотите сказать, что видео не актуально, вообще-то предстоит еще одна зима, еще, если, конечно, глобальное потепление там нет. Но я думаю, все это хуйня. Пейте кофе. Пейте кофе. Пейте кофе.